Всем привет! Сегодня у нас 20 апреля 2024 года. Так, чтобы было понятно, где все это опять происходит, это Московская область, Одинцовский район. Ну что, ребят, вот так должен газон выглядеть на самом деле в апреле. Кто моим рекомендациям следовал, тот имеет вот такой вот газончик. 20 апреля, еще раз повторяю. Его, конечно, нужно срочно скарифицировать и косить, но ни то, ни другое я, к сожалению, сделать не могу. Слишком влажный еще, так что придется подождать. Но ничего страшного, все будет хорошо. Так что, кто хочет газон нормальный, ну, ребят, смотрите ролики, как бы все там разъясняю, объясняю, показываю. Я не знаю уже, как там более подробно все это рассказать. Ну, вроде вот и пора, и можно, точнее, сделать скарификацию. Вон там кусочек я попробовал уже. То есть высоту выставил нужную. Именно, ну я сейчас покажу, как бы какую я. Ну, я много раз говорил, я считаю, до земли скарификатор доставать, ну, касаться ее максимум должен, но ничего там, я не знаю, врезаться в нее, ну, никому это не нужно. Ну, мое мнение. Может, кому-то и нужно, но мне не нужно. Ну, вот, как я ранее говорил, про высоту, кстати, тоже ни разу не видел это в интернете. Сейчас я на 4 переставил. Пробовал на 3. Ну, чуть-чуть высоковато. Все-таки на 4 поставил. Пойдемте, я вам сейчас покажу, как я это проверяю. И на какой высоте, в принципе, я категорически рекомендую делать скарификацию. Точно не ниже. Вот видите, чуть-чуть войлока остается. Чуть-чуть. И никакого смысла его удалять нет. Вот такое вот количество. Вот в некоторых местах, где прям было много-много, вот если видите, как бы здесь получше показать-то, вот цепляет только на кочках. А здесь он ничего не цепляет и все прекрасно вычесывает. То есть вот углубляться глубже точно не нужно никому. Ни вам, ни газону, ни вашей технике. Я признаюсь, ребят, я весной войлок убираю, ну, оставляю там 0,1-0,2 миллиметра. Но когда перед наступлением сильной жары, я перестаю собирать в травосборник. Я начинаю мульчировать, чтобы именно и создать этот войлок 0,5-0,7 миллиметра. То есть не надо, вот не надо, я еще раз говорю, вычесывать его, как кто это придумал, зачем, это неправильно. Значит, скарифицировать буду в 2 прохода, но в такие в мягкие проходы. Что значит мягкие? Второй раз пойду не под 90 градусов, а под 45.
Ну вот это вот, ребят, два прохода мягенько, как я называю, под угол 45 градусов. Если обратили внимание, я время от времени останавливался, вот специально сейчас здесь рядышком остановился, чтобы вы посмотрели. С колес снимаете землю, траву, она все равно налипает. В итоге там может у вас скарификатор на сантиметр-два подняться. Поэтому это хошь не хошь нужно делать. Значит, что делаем дальше? После того, как все это подняли, оставьте часика, ну, на 2. И подождите перед уборкой. Пускай она подсохнет. Собирать будет намного удобнее. Ну, сейчас пойду доделаю себя, потом посмотрите, как ее собирать. Быстро и просто. А был вроде нормальный газон. Сейчас, ребят, покажу, как быстренько собрать. Единственное, обратите внимание, старайтесь сдувать в одну дорожку, так потом будет проще собрать. А потом уже дособираю, покажу как. Ну что, друзья мои, вот в принципе и все. Не так все это долго, это вот где-то примерно, сколько у меня здесь? Суток 8, наверное, 10. Сейчас здесь еще доубираться и все. А в принципе, не знаю, будет время оставаться, можно еще пройтись газонокосилкой, но это уже больше так, от нечего делать. Еще раз, ребят, повторю, как бы, скарификатором аэрацию сделать невозможно. Не тешьте себя иллюзиями, что вы сделаете аэрацию с скарификатором. А если к вам за деньги придут люди с скарификатором сделать аэрацию, вы меня простите, конечно, гоните их в шею тогда. Это значит, либо люди вас обманывают, либо вообще ничего не понимают в газоне. А вот забыл, что очень важно. У меня просто вот эта вот воздуходувка, она и пылесос. Я и собираю и листву по осени. Но она очень мощная. Единственное, если вот я вообще против, ну не то что против, я и не пользовался. Но если для девочки воздуходувку, берите аккумуляторную. Потому что это очень тяжелая. Она прям просто безумно тяжелая. У нее еще, я не знаю, что они там сделали, штиль. У нее какие-то децибелы бешеные. То есть без наушников работать невозможно. Вот. И все-таки очень рекомендую, ребят, после вот этой процедуры азотика добавить под дождик. Ну, у кого полива нет. Хотя его сейчас, вот я говорю, включать. У нас сегодня вообще -3 было. Поэтому азотик не помешает, конечно, получше он пойдет. Тут был газон. Стало что-то такое непонятное. Такой был. Даже лучше раза в 2. Вот такое стало. Ну что, ребят, вот столько вот мусора получается с идеально чистого газона. Правда, газон теперь не видно. Но это дело поправимое. Неделька. Ну, с азотиком, конечно. Вот смотрите. То есть у этого газона скарификация делается ежегодно. Но я еще раз повторю, я не вижу никакого вообще смысла делать скарификацию осенью. Я знаю, что мне очень многие со мной не согласятся, но
Уж простят меня те многие, которые со мной не согласятся. Я уже давно руководствуюсь исключительно только своим мнением. Наслушавшись всех этих советчиков, просто я не понимаю, зачем осенью делать. Все равно трава ляжет. Никуда она не денется по весне. Вот. Да, кстати, может кому пригодится. У кого елки есть, вот прям вот сюда вот наваливайте смело. Вот сюда вот. Елки вам только спасибо скажут. Но такое количество, конечно, особо не навалишь никуда. И еще раз повторю, друзья мои, скарификатор не делает никакой аэрации. К аэрации он не имеет никакого отношения. Что такое аэрация, я показывал в предыдущих роликах. Кому интересно, посмотрит. Надо азотику добавить. Ну и через недельку, наверное, вернемся. Ну, через полторы. Ну, как обещал, к майским праздникам будет газон. Вот увидите. Ну вот, ребят, вот столько вот получается с 18 соток идеально чистого газона. Только единственное, не путайте эти мешки вот с этими маленькими строительными. Эти огромные просто какие-то. Я не помню, сколько они литров. Боюсь соврать, там 200 литров они. А, еще совет. Никогда не оставляйте эти мешки на газоне. Но до утра, если там прям уж совсем устали, можно их на газоне оставить. Но на 2-3 дня ни в коем случае. Они с утра будут просто огненные. Они вам газон спалят просто как я не знаю чем. Поэтому лучше убирайте. Ну, мой совет вам. А, кстати, тут 2 мешков не хватает. Я 2 мешка еще под сосны распихал. Так что вот так вот. Что, друзья мои, ночью дождь обещают. А до темноты осталось 15 минут. Ну что, успеем внести удобрение на 18 соток? Успеем. Да, конечно, после скарификации, ребят, газон выглядит ужас. Вчера такой красивый газончик был, а сегодня просто ужас какой-то. Ну, честно говоря, это максимум, ну, неделя. Тем более, учитывая, что удобрение я внес. Ну, конечно, прям. Еще вчера все было хорошо, а сегодня уже прям какой-то караул. Сейчас отсюда полезут. Весь газон в дырах. Ужас. Через недельку покажу, что в итоге получится. Ну, вот такое состояние газона после скарификации. Теперь его, конечно, нужно начинать косить, чтобы он закустился. Ну, если честно, ребят, скажу, наверное, двойную скарификацию в 2 прохода. Наверное, больше делать не буду. Слишком жестко он, конечно, вычищает. И если в этом нет никакой необходимости, то, наверное, не стоит этого делать. Не знаю, слишком он, конечно, так подергал. Ну, понятно, что все это восстановится. А вот место до скарификации. Вот. Здесь, конечно, поплотнее намного. Так что все-таки я буду делать в 1 проход. Сейчас покажу и покажу, что получится. Ну, вот так вот, ребят, выглядит газон после скарификации и первого покоса. Видок у него, конечно, все равно пока еще не очень. Затягивается. И все это, конечно, вопрос. Смотрю я, есть ли смысл в 2 прохода делать или нет. Что-то я начинаю сомневаться в этом. А сейчас я покажу газон, который без скарификации. Вот так вот выглядит газон, на котором скарификация еще не сделана.
Тоже только покосил и все. У меня здесь просто до сих пор еще влажно. Вот так вот. Ну вот, затягивается потихоньку. Ну и, конечно, мое личное мнение. Все-таки газон желательно косить не раз в неделю. Именно я говорю про газон, а 2 раза в неделю. Тогда, конечно, эффект будет совершенно другой. Я по своему опыту я вам говорю, что раз в неделю это, конечно, мало. Да, конечно, ужас, конечно, ребят. Травосборник наполняется примерно, секунд за 10. Посмотрим. Результат. Ужас. Прям правда ужас. Конечно, по 20, не по 20, по 15 сантиметров связать, это, конечно, неправильно. Но я вам еще раз говорю, как я уже говорил ранее, вот увидите, что через неделю с ним будет. А я знаю, что ничего с ним не будет. Встанет он и будет прекрасно себя чувствовать. Еще, ребят, маленькое дополнение про двигатель. Конечно, 170-й, 200-й хондовский. Это вообще небо и земля. Вот на такой траве 170-й он еле ехал. Он вообще вставал как бы. А 200-й вообще даже не чихнет. Прет как танк. Вот вам разница в одну лошадь на газонокосилке. Это, конечно, очень... 200-й вообще он даже, я не знаю, вот прет просто и прет. Кстати, кто внимательно смотрел, затягивается, можно сказать, затянулось уже. Затягивается. Было вообще все лысое.